Привет! Сегодня у нас 5 отличных полезных рецептов несладких завтраков. Очень простые и вкусные. В принципе, как и все рецепты на моем канале. В конце ролика быстрый рецепт для микроволновки. А первый завтрак – один из моих самых любимых – яичница в перце. Берем болгарский перец, разрезаем его пополам, достаем сердцевину и очищаем от семян. Немного оливкового масла, капелька соли и отправляем в духовку на 7-8 минут при 180 градусах. В это время нарезаем пару ломтиков бекона на небольшие кусочки. Помидоры черри 3-4 штучки разрезаем пополам. И моцареллу нарезаем на небольшие кубики. Можно использовать любой твердый сыр, примерно 100 грамм, но вообще добавляйте по вкусу. Хочу колбасу. Достаем перцы из духовки и выкладываем в них нарезанный бекон. Затем аккуратно разбиваем в перец яйцо. Добавляем помидоры, кубики сыра, консервированную кукурузу грамм 20-30. Можно использовать зеленый горошек. Кукурузу и горошек можно брать свежие, но предварительно их нужно будет немного отварить. Это занимает больше времени, поэтому к завтраку я использую консервированные. Добавляем соль по вкусу, чеснок, перец и снова отправляем в духовку на 10 минут при 180-200 градусах. Запекаем до готовности яиц и добавляем зелень. Я нахожусь сейчас в деревне у мамули, поэтому свежайшая зелень и овощи у меня в избытке. Но и магазинная вполне сойдет. Свежая зелень с грядки — это прекрасно, но если признаться честно, то снимать ролики мне сейчас очень неудобно и сложно. Я уже больше года в постоянных переездах и нахожусь не дома. А это значит, нет привычной посуды, продуктов, не та обстановка, и мне приходится бегать с тарелками, камерой, штативом в поисках хорошего света. Я не жалуюсь, а просто объясняю вам, почему ролики выходят не так часто, как мне хотелось бы. Но я буду очень стараться изо всех сил, чтобы ролики выходили как можно чаще. Я собрала шпинат и приготовила форму для запекания. Берем 2 листа тонкого лаваша, складываем вместе и помещаем в форму. Край лаваша можете подрезать по форме для удобства и красоты. На лаваш высыпаем промытый высушенный шпинат, нарезанную кубиками моцареллу или любой другой сыр. Затем нарезанные помидоры черри и аккуратно разбиваем 2 яйца. Теперь нарезанная кубиками фета. Немного можно посолить, но мне соли от сыра достаточно. Я посыпаю сухим чесноком и перцем и отправляю в духовку на минут 15 при 180 градусах до готовности яиц. Достаем, нарезаем
Очень вкусный, сытный и одновременно легкий завтрак готов. Посмотрите, какими слоями красиво лег шпинат. Следующий рецепт очень простой и одновременно необычный. Яичные котлеты или пирожки. Очень нежные и вкусные. На терке натираем 4 яйца и 30 грамм твердого сыра. Добавляем 3 столовые ложки рисовой муки, 3 столовые ложки сметаны. Вместо сметаны можно взять одно сырое яйцо, но мне больше нравится со сметаной. Добавляем соль и специи. У меня, как всегда, любимый сухой чеснок и перец. Все хорошенько перемешиваем. И, конечно же, зеленый лучок и укроп с маминого огорода. Нарезаем и туда же. Формируем котлетки и обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон. Как же это вкусно! Яйцо, зеленый лук. Просто объедение. Следующий рецепт очень понравится любителям кабачков. Берем один молодой, кожу не снимаем и нарезаем тонкой соломкой, чтобы получились вот такие спагетти из кабачка. Для этой цели можно приобрести специальное устройство, спирлайзер называется, которое может очень быстро и просто сделать такую нарезку. Но у меня его нет, поэтому делаю просто ножом. Кабачковые спагетти нужно определить дуршлаг, посолить, хорошенько перемешать и оставить на 20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость и спагетти стали мягкими. Я перепробовала готовить это блюдо разными способами, и в духовке, и на сковороде, и перемешивать спагетти с белком, но вкуснее и проще всего сделать так. Уже мягкие кабачки перемешать с чесночком, перцем, любимыми специями и выложить из них гнезда на сковороде. Посередине сделать выемку и аккуратно разбить туда яйцо. Посолить, добавить специи по вкусу. У меня, как всегда, чесночок сушеный и перец. В процессе жарки можно гнезда немного подправить и жарить до готовности яиц так, как вы больше любите. Все готово. Аккуратно снимайте гнезда со сковороды, добавляйте к ним все, что вы любите, и наслаждайтесь. Приятного аппетита! И такие кабачковые гнезда отлично подойдут не только для завтрака. И последний, самый быстрый рецепт яичницы в микроволновке. Здесь все очень просто. Берем любую моцареллу, 1 ломтик, 4 кусочка ветчины, примерно 40 грамм, укладываем в кружку вот таким образом, чтобы закрыть дно и стенки. И следом отправляем сыр. Разбиваем одно яйцо, нарезанные пополам помидоры черри, добавляем соль, перец, сухой чеснок, куда же без него. Накрываем крышкой и отправляем в микроволновку на 1,5 минуты при максимальной мощности. За это время яйцо должно схватиться. Если яйцо будет для вас недостаточно готовым, добавьте еще 20 минут. И наслаждайтесь! Приятного аппетита!